Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами Геоэнергетика и я, Борис Марцинкевич. Сегодня удалось зазвать в гости Владимира Владимировича Бобылева, руководителя портала «Нефтекапитал», на который вы, по-моему, все еще не подписаны. Немедленно подпишитесь. И поговорим мы на ту тему, о которой нас в комментариях все время просят, а почему вы не рассказываете ничего о России, после чего на появившийся ролик никто смотреть не хочет. Но, тем не менее, предлагаю выполнить нашу трудовую обязанность и рассказать, что у нас в России на нашем замечательном рынке нефти и нефтепродуктов. Ну и как себя чувствует нефтяной капитал, разумеется. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Такой общий вопрос. Вот совсем недавно, в 2022 году, по-моему, у нас уже возникали проблемы на внутреннем рынке нефтепродуктов. И стоимость росла, и дефицит возникал то тут, то сям. Насколько ситуация, складывающаяся вот сейчас, летом и осенью 2025 года, похожа, и чем она отличается от того, что было летом и осенью 2022 года? Вот это одно и то же явление, с которым надо продолжать бороться? Или это что-то новое у нас появилось? Что происходит? Бороться, конечно, надо. И явление, честно скажу, отличается. То есть глобально-то факторов, негативно влияющих на цену топлива, негативно в плохом смысле этого слова, то есть влияет негативно, а топливо растет. То есть цена на нефть упала, но удалось удержать цену на нефть. Слава богу, да. Повезло. В этом году добавился еще один значимый фактор, и это фактор внешний. А это, собственно говоря, в том числе и удары со стороны Украины по объектам топливной инфраструктуры, по НПЗ, по АЗС, по нефтебазам. То есть у нас сейчас корректно стали называть внеплановый ремонт. Чтобы не лезть в подробности, что именно произошло, назовем это внеплановым ремонтом. Это удары обломками. Да, такой загадочный боеприпас называется обломок. Тем не менее, Министерство энергетики вполне уверенно говорит, что объем производство превышает по-прежнему объем спроса, и все должно быть в порядке. Это такое усреднение по больнице, то есть если в среднем взять всю Россию, то вроде бы как все и нормально. Ну, если брать в среднем всю Россию, то действительно все нормально, за исключением отдельных перегибов на местах. Просто этих мест становится все больше и больше. Если же говорить про то, что заявляет Минэнерго, то, в принципе, наверное, так оно и есть. Потому что если смотреть на стат-данные, то, по большому счету, нет поводов-то для беспокойства. То есть, если брать температуру в тифозном отделении и в морге, то в среднем 36,6. Типа да. Это действительно важный фактор, и деваться от него некуда, и закрывать на это глаза невозможно. Да, удары по НПЗ наносят ущерб, и ущерб достаточно значимый, потому что, соответственно, заводы на какое-то время выключаются из работы хотя бы частично для того, чтобы там устранить последствия, восстановить, перепроверить. Да, это все, безусловно, занимает время. А дальше начинается целый ряд факторов, которые, в принципе, всегда негативно влияли на ситуацию на топливном рынке. И здесь, конечно, возникает вопрос к целому ряду игроков рынка, в том числе и к тем, кто занимается логистикой нефтепродуктов, например, к РЖД. Я вот напомню, что в предыдущие года действительно возникали проблемы, когда на юге России не было топлива. И все не понимали глобально почему, потому что завод-то производят, а покупатели покупают. На нефтебазах топливо есть, запасы нормальные. А не доезжает оно. Я помню, что тогда был применен такой новый фактор Александра Новака, который взял под личный контроль то, что происходило на РЖД, и вроде бы как немножечко все. И приоритет был изменен для нефтепродуктов, и вот это все, в принципе, сработало. Да, получается, что элементы ручного управления и государственного регулирования у нас на рынке есть. А как можно еще по-другому назвать ситуацию, когда вице-премьер лично вмешивается в какие-то процессы, и там вплоть до того, что, как это говорит, каким вагоном куда ехать и кому что в РЖД сделать для того, чтобы они не застревали. На мой взгляд, это говорит, конечно, о великолепной работе РЖД. Надо отдать им должное, работают как могут. Какие-то замечания со стороны экспертов, раздававшиеся еще в 2022 году, да, можно жаловаться на РЖД, но у РЖД практически нет конкурентов.
В советские времена у нас достаточно много нефти и нефтепродуктов путешествовало по рекам, и соответствующая техника для этого была, и умели мы ее производить. Об этом говорили в 2022 году. Вот 3 года прошло, продолжаем говорить. То есть, Да, продолжаем говорить, причем, если так посмотреть шире, как это, не только на воду пресную, но и на соленую, проблема везде одна и та же. Да, действительно, у нас есть проблемы с флотом речным, с флотом морским, с танкерами теми же самыми. Ну, вот это, я не знаю, их АвтоВАЗ их, что ли, покусал. Ну, не получается строить суда в должном количестве, в должном качестве по адекватной цене. Тоже не очень понятно. Вот все это рыночное ценообразование. Ну, что такое речное судно? Это сталь, которую кто-то где-то как-то выплавил, получил расходы и хочет получить доходы. Это соответствующее судовое оборудование, которое тоже должно где-то производиться, а не везтись исключительно из Европы. За 3 года у нас так никаких пока шевелений не произошло. Хотя, я помню, весной этого года господин Патрушев поднимал вопрос о том с достаточно высокой трибуны. Для тех, кто забыл или не в курсе, напоминаю, что Николай Патрушев руководит морской коллегией. Есть у нас такая организация, и он, на мой взгляд, совершенно справедливо поднимает вопрос, что Россия, как страна 3 океанов, 11 морей и бесчетного количества рек, почему-то вот оказалась на периферии. Настала пора немножечко об этом задуматься, но пока вот дальше задумчивости у нас ничего не происходит. Ну, тут с задумчивостью еще следующая коллизия возникает, такая философская, я бы даже сказал. С одной стороны, ну, мы знаем, что монополия – это не самая эффективная структура. Поэтому, скажем, отдавать все это в крупные государственные холдинги, ну, с одной стороны, это утрата эффективности, ну, пример РЖД – яркое тому свидетельство. С другой стороны, рыночек порешает, тоже не вариант, потому что вот вернемся к тому же несчастному топливному рынку. Здесь на уровне оптовых продаж топлива формируется равновесная цена, как некий баланс спроса и предложения. Но у нас Петербургская биржа является маркером для вот формирования этой самой оптовой цены. Приходят продавцы, приходят покупатели, и из вот этого баланса купи-продай формируется, ну, действительно объективная рыночная цена. И она действительно нужна, потому что мы же должны по каким-то там ценам, по каким-то ставкам определять налоги, там вообще понимать, как бы дорого, дешево. Вот есть инструмент, который позволяет это сделать. Ну, он, в принципе, вроде работает. рыночный, Я специально для зрителей замечу, что не только биржевые сделки идут по тем котировкам, которые образуются в результате торгов, но и внебиржевая торговля. В качестве маркера есть завод, есть крупная нефтебаза, хочу купить, хочу продать, почем? Давай глянем на биржу, вот по этой цене и напишем. А дальше у нас начинается не совсем рыночная история, потому что, напомню, у нас топливо, приобретенное на бирже, дальше едет в сторону конечных потребителей в виде заправок, в виде там горнообогатительных комбинатов, там, сельхозников и так далее. Крупных нефтебаз, опять же, с которых уже разбирают, так скажем, мелкооптовые покупатели, да, и так далее. И вот, соответственно, дальше возникает некоторая коллизия, потому что на АЗС продать топливо, сделав соответствующую наценку там, на логистику, ну и заложив свою маржу, потому что если ты будешь торговать без маржи, придет налоговый и спросит, а не уходишь ли ты, братец, случайно от налогов? Вот здесь возникает сложность, потому что, опять же, у нас есть население, которое, естественно, как и в любых странах мира, недовольно, когда растут цены на топливо. У нас есть сельхозпроизводители, которые говорят, да что ж такое, это мы берем там кредиты на приобретение топлива, а к тому моменту, когда заканчивается сезон продажи, да, вершков и корешков и отдачи денег, выясняется, что мы весь год работали для того, чтобы заплатить за топливо, еще и должны остались. Эти все группы тоже надо учитывать, что-то с этим делать. И тут начинается процесс такого ручного, если можно так сказать, регулирования, потому что там биржевой комитет, ФАС, Минэнерго и Александр Валентинович Новак лично, они пытаются
доступными средствами порешать проблему, вот как бы сделать так, чтобы и топливо было, и чтобы оно продавалось, и чтобы была объективная биржевая цена рыночная, и чтобы при этом, как-то вот там никто не жаловался, ни автолюбители, ни сельхозники. Чтобы соблюдался тот самый протокол Козыка, как коротко называют соглашение между правительством и вертикально интегрированными нефтяными компаниями, еще в 2018 году было достигнуто. Стараются его соблюдать со всех сторон с тем, чтобы конечная цена на АЗС не росла выше, чем уровень инфляции. В этом году не получается находиться в этих рамках. А почему это важно? Потому что еще и к этому привязаны демпферные выплаты. А демпферные выплаты – это, опять же, если вкратце, у нас, соответственно, есть рынок внешний и рынок внутренний. Если мы действуем исключительно рыночными методами, то если НПЗ условный производит топливо и понимает, что на внутреннем рынке оно стоит дешевле, чем на зарубежном, то куда он, естественно, его продаст? Конечно же, за рубеж, потому что задача НПЗ – получить как можно более высокую цену за свою продукцию, заработать как можно больше. И для того, чтобы это не происходило... То есть, чтобы не вымели весь объем нефтепродуктов за пределы России. Тем более, что в 2024 году у нас завершился большой налоговый маневр, экспортной пошлины больше нет, и, собственно говоря, вывози деньги, там платят быстро. Для того, чтобы этого не происходило, и чтобы на внутреннем рынке топливо было, и чтобы компаниям было выгодно поставлять топливо на внутренний рынок, был придуман этот демпферный механизм. Государство компенсирует нефтяным компаниям разницу между внешним рынком и внутренним. То есть, соответственно, делает так, чтобы компаниям было выгодно продавать топливо на внутреннем рынке. И таким образом получается, что и внутренний рынок с топливом, и, наверное, с точки зрения логистики это несколько дешевле. То есть, и везти там куда-то туда. Если кто-то нас все-таки посмотрит и послушает, он обязательно скажет, что нефтяники хапуги и вообще государство им платит. Им не платит государство, потому что демпферная выплата, если вы заглянете в налоговый кодекс, находится в налоговых вычетах. То есть государство возвращает нефтеперерабатывающим компаниям часть тех налогов, которые они уже заплатили. Это то, что называется обратный акциз. Это возврат переплаченных налогов. По-моему, сейчас же многие с этим сталкиваются. Если в конце года прийти в налоговую и показать, что у вас были расходы, оправданные на обучение, медицину и так далее, вам часть ваших налогов возвращают. Ровно такое же поведение с нефтяниками. Да, то есть это не просто им дают деньги, а им фактически возвращают часть уплаченных налогов, причем, опять же, задним числом, не в долг. Такой порядок у нас действует с 2018 года. Демпфер высчитывается на основании того, что у нас происходит внутри, и на основании того, что происходит снаружи, так скажем. При этом то, что снаружи, это стоимость российских нефтепродуктов на биржах в порту Роттердам и в порту Аугуста. Роттердам для Северной Европы, Аугуста для Южной. Физически поставки ни туда не осуществляются с декабря 2022 года. Об этом дважды указывал президент Российской Федерации нашему уважаемому правительству о том, что нужно навести порядок в налогообложении нефтяной отрасли с тем, чтобы никто не пострадал. Чтобы все были выигрыши. Дважды это послание было озвучено. В феврале 2023 года и в мае 2023 года практически не меняясь. Было принято в соответствии с этим два изменения к налоговому законодательству, разработанному Министерством финансов. В обоих случаях сквозь Думу и Совет Федерации это прошло в ускоренном режиме. 2 чтения вместо 3 не изменилось ровным счетом ничего. Поэтому, господа депутаты, когда вы время от времени выходите на трибуну и рассказываете о том, как нехороши наши нефтяники и хотят на нас денег заработать, вспомните, как вы голосовали. Вспомните, как вы голосуете ежегодно за повышение акцизного налога. И слова о том, что надо бы снизить цену, должны совпасть с вашими действиями. Надо не только говорить, надо разложить весь пакет налоговых новинок, старинок, вот этот пасьянс бесконечно, акцизные налоги, налоги на прибыль, налоги с оборота и так далее, и попробовать сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, то есть чтобы и бюджет не пострадал, чтобы мы за счет роста стоимости нефтепродуктов не обеспечивали рост инфляции.
поскольку стоимость бензина у нас в производстве любых товаров на территории России. У нас страна большая, нам даже полуфабрикаты приходится перевозить между заводами. Жирующие нефтяники – это не только управленческий аппарат, хотя, да, безусловно, он, наверное, не маленький, но, с другой стороны, и производство сложное. Это еще и, собственно говоря, государство, потому что в части наших нефтяных и газовых компаний государство владеет существенными долями. И как акционер этих компаний хочет получать прибыль. И в данном случае там, обижаться на них за это невозможно. Во-вторых, нефтегазовые компании – это существенная часть наших федеральных доходов бюджетных. То есть нефтегазовые компании производят сырье, продают за рубеж, получают за это там валюту или не валюту, и, соответственно, со всего этого они платят налоги. Причем вот эта налоговая составляющая в российском бюджете от нефтегазовых доходов, она, прямо скажем, весьма велика. Ну и для тех, кто в этом сомневается, напомню, что из каждого рубля, который вы потратили на АЗС на топливо, 72 рубля уходит... 72 копейки. 72 копейки уходят в различные наименования налога. Да, причем в там... 28%, на всякий случай, напоминают, сидят те, кто нефть добыл, кто ее предварительно очистил для того, чтобы отправить по трубопроводу на НПЗ. НПЗ тоже что-то делает, и тоже желая за это получать, ну, как минимум, компенсацию за все расходы. Туда же входит стоимость доставки до нефтебаз или до крупных потребителей. Если нефтебазы, то туда же входит стоимость хранения на нефтебазах и расходы на АЗС. Вот в этих 28% сидят 6 структур. Если вы говорите, что нефтяники обязаны снизить свою цену, вот посмотрите, что они могут сделать. Ну и плюс ко всему... Каков у них маневр? Механизм снижения цены. Можно, конечно, государственно регулировать цены на АЗС. Другое дело, что я помню 2000-е, когда присутствовало государственное регулирование цен на топливо, и вот там была ситуация, ну, например, как вот сейчас на территории там, ЛНР и ДНР. То есть есть АЗС, на которой стоит цена 74 рубля за литр, вот, но там никого нет. Я думаю, почему же никто не покупает? Хорошая же цена. А просто по 74, да, но топлива нет. А вот на АЗС, где топливо по 85-89 рублей за литр, там уже кто-то кучкуется и покупает, потому что нету по 74. И надо сказать, что вот эта вот история, она касается уже не только Крыма, ЛНР и ДНР, а, собственно, и регионов Старой России. Уже по состоянию на сегодня порядка 10 российских регионов испытывают проблемы с топливом. И вот как это, не хочется говорить это грозное слово, но придется, дефицит. Ну и вот еще раз, есть у нас система заправок крупных компаний, которые работают в режиме от скважины на нефтеприиске до бензобака, вся вертикаль у них. Есть действительно независимые компании, которые нефтепродукты приобретают на биржевых ценах, везут к себе, в зависимости от того, с каким заводом договорились. Они не подписывали соглашение с правительством о том, что рост стоимости не должен превышать годовую инфляцию. И это логично, потому что соглашение с правительством подписывали нефтяные компании. Это те самые, да, где от скважины до бензоколонки. А независимые, у них, собственно, кроме вот этого бизнеса по приобретению топлива на бирже и продаже потом в розницу на АЗС, как бы у них нет ни добычи газа, ни поставки нефти за рубеж, у них вот только вот это. И об этом говорили еще в 2022 году, это сейчас происходит. Если соблюдать соглашение, протокол Козыка, не давать вырасти, тогда вы будете продавать бензины 92 и 95 дешевле, чем вы их купили. Если ты не соблюдаешь протокол Козыка, к тебе приходят люди из Федеральной антимонопольной службы и вежливо спрашивают: извини, родной, почему через дорогу заправка большой компании, у нее одна цена, а у тебя на 5 рублей выше.
Крупная компания, она, соответственно, может некоторое время там подзатянуть поясок и пережить вот эту вот отрицательную маржинальность для своего розничного бизнеса. Тем более, что у них вот эти 28% все в их руках. Они добыли, они доставили, они переработали, они еще раз доставили, они развезли по заправкам, все в их руках, и где-то здесь по процентику можно сдвинуться и получить. И опять же, да, в конце концов, хорошо, сеть АЗС будет нам приносить убыток в течение 3 месяцев летнего сезона. Мы это переживем, потому что в конце концов у нас наш основной бизнес – это добыча нефти и продажа ее на экспорт. А вот что касается независимой АЗС, хоть одной, хоть сети, неважно, у них это вот единственный бизнес, они не могут закрыться чем-то еще, кроме как вот этим. И получается, что они находятся в состоянии дилеммы. То есть, если они соблюдают протокол Козака и держатся в рамках инфляции, рост цен, то они уходят в минуса. А когда они приходят налоговые инспекции с вопросом, не укрываете ли вы налоги. Да, потому что, по закону у нас не положено торговать себе в убыток, и если вы таким образом поступаете, то это явно какая-то схема ухода от налога. Давайте вы закройтесь, мы месяца 2 попроверяем вашу документацию, выясним, что происходило. Изымем у вас все, а вы пока тут постойте, покурите, только не на заправке. Если же они торгуют по цене, которая обеспечивает им хотя бы нулевую какую-то рентабельность, или хотя бы небольшую маржинальность, то складывается следующая ситуация. Заправка Пупкины сыновья и заправка крупной компании. Здесь, в соответствии с протоколом Козака, бензин продается, условно, по 60 рублей. А эти ребята для того, чтобы хоть что-то заработать или хотя бы уйти в ноль, продают по 65. А дальше едет автолюбитель, который смотрит туда, смотрит сюда, говорит, поеду-ка я лучше к этим. И у этих цена реальная, только к ним никто не ездит и ничего не покупает. К ним ездит Федеральная антимонопольная служба и вежливо спрашивает, не участвуете ли вы в картельном сговоре. Например. Не пытаетесь ли вы поднять цену искусственно для того, чтобы рано или поздно и крупные нефтяные компании вслед за вами подтянулись. То есть продаешь в минус, получаешь визит налоговый, продаешь в плюс, получаешь визит в Федеральной антимонопольной службы. И еще летом 22-го предупреждали, что это закончится тем, что люди начнут сматывать шланги. Да, совершенно верно. Потому верно. что либо красивым, либо к умным, но все равно по голове получаешь. Проще ничего не делать. И действительно, некоторые начали заматываться, как они это называют. И, кстати, между прочим, кризисное явление этого лета – это в том числе отголоски этого заматывания, если можно так сказать, прошлого года. Потому что в прошлом году ситуация была, по типу похожа, только масштабы были меньше. И многие из компаний, которые реализуют топливо, на будущий год сделали меньше запасов, потому что, тяжело это финансово. Плюс ко всему, я напомню, ставка кредитная у нас, ставка Центробанка и, соответственно, ставка на кредиты, такая, в общем... Это вам не ФРС. Это вам не ФРС, совершенно верно. А трейдеры, которые являются этим звеном между биржей и сельхозниками, промышленниками и так далее, они же приобретают топливо, потому что это большие объемы топлива, на кредитные средства. И получается, если раньше, условно, кредит был 10-12%, а сейчас 25-30%, то, в общем, нехорошо. Ведь ситуация вот в чем. Анализ показывает, что более 80% нефтепродуктов на нашем внутреннем рынке – это 6 компаний. Неумение регулировать 6 компаний, как-то выглядит странно. Биржа, на которой только 6 поставщиков, это называется олигополия, рост цен просто неизбежен. Такова мировая история, мировой опыт. Ничего с этим не сделать. Так сложилось, и сейчас, скажем, начать плодить нефтяные компании, это тоже достаточно затруднительно. Опять же, плодить нефтяные компании, они либо сами заведутся, потому что бизнес привлекательный, либо государство скажет, давайте создадим очередную госкомпанию. Опять же вопрос, а почему НПЗ не строят? Там НПЗ, может быть, больше будут... не строят, потому что, наверное, не очень выгодно. Может быть, условия для этого не совсем подходящие. Для того, чтобы условия стали выгодными, необходимо работать с налогами. Напомню, что в прошлом году исполнилось 15 лет проекту Роснефти ВНХК, Восточная нефтехимическая компания.
идея, на мой взгляд, совершенно блестящая. В конце магистрального нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан, непосредственно в порту Козьмино построить нефтеперерабатывающий завод с тем, чтобы из этого порта уходила не только нефть, но и нефтепродукт. Казалось бы, абсолютно логично. Нет дополнительных расходов на логистику, вот трубопровод, вот нефть, вот завод. 15 лет идет борьба с Министерством финансов о том, что нужно хоть какой-то пакет налоговых льгот, пока бизнес не станет действительно доходным. Нет этого решения, несмотря на прямые поручения президента о том, что этот вопрос надо решить, он так не решает. Собственно говоря, и получается... результат мы видим. У нас на Дальнем Востоке по-прежнему, нефтеперерабатывающие заводы. Да, там нет внеплановых ремонтов, но есть плановые 2 завода. Если один из них остановился, потому что надо провести плановый предварительный ремонт, вот тебе дефицит автоматически. А он не может не останавливаться. Он тогда просто перестанет вообще, чтобы ты не было выпускать. Совершенно верно. Вот эта вот налоговая тема, с одной стороны, у нас есть отрасль, которая генерит денежный поток, причем еще и валютный, поэтому вот кого удобно обкладывать, вот они 6, идите сюда, вот вам план, сдавайте ваши налоги. Но при этом вы еще не забывайте нефть добывать, а еще бензин производить и продавать его по цене, которая, в принципе, нас бы устраивала. Мне казалось, что сейчас ситуация в условиях СВО, ввести временное государственное регулирование, от этого точно никто не умрет. Обстановка, надо с реальностью считаться, она такая, какая есть. Вот этот фактор внешний приходится учитывать. Так что все, что мы можем посоветовать, это либо помочь экспертному сообществу собраться вместе с тем, чтобы наш голос был немножко более слышен, либо поработайте с депутатами, задавайте им вопросы, а почему вы не прилагаете усилий для того, чтобы нормализовать наше налоговое законодательство, для того, чтобы у нас игроков на бирже больше появилось. Может быть, действительно нужна пауза, когда будет государственное регулирование, и за это время необходимо добиться того, чтобы появились новые игроки на биржах. Биржа начинает быть регулятором, если поставщиков больше 2 десятков. Сейчас их 6, маловато. Может быть, об этом надо думать, а нам, может быть, надо чаще встречаться и приглашать к разговору экспертов, у которых есть мнение отличное от нас. Может быть, нас поправят, может быть, нам предложат видоизменить наши выводы. Главное, чтобы услышали, и что-то происходило. Спасибо. Обстановка такая, какая есть. Мы ее не пытаемся приукрашивать. Проблем много. Для того, чтобы их решать, нужна воля и умение думать. Думать не потом, а до того, как все произошло. Спасибо за то, что заглянули к нам в гости. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.